Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радейкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Bloomberg сообщает, украинский ДТЭК увеличивает импорт газа из США по новому маршруту поставок, чтобы обеспечить себя энергией на зиму. Александр, по всей видимости, Украина решила для себя вопрос по нехватке газа на зимний период, даже без использования ПХГ. Настолько ли все хорошо на Украине? В статье Bloomberg отмечается, что Украине нужно будет порядка 4 миллиардов кубических метров газа в отопительный период импортировать. И, кроме того, из важных количественных значений, которые там приводятся, указывается, что примерно половина всех добычных мощностей была выведена из строя вот в прошлом месяце. Начнем с добычных мощностей. Я бы не исходил из того, что вывод из строя добычных мощностей равно прекращению добычи вообще. По крайней мере, на этих самых мощностях. Потому что мы не знаем, какие конкретно мощности были выведены из строя, мы не знаем, сколько будет занимать ремонт. А вы же понимаете, любая поломка может быть устранена, если у вас достаточно материально-технических ресурсов, если у вас есть подготовленные кадры и если есть люди, которые готовы платить. Кстати, платить. Представьте, что вы такой нерадивый прапорщик, или мичман, если кому-то больше нравится флотская тематика. Такой нерадивый мичман. И вот, понимаете, идут некие учения. Снаряд попадает в маленький сарай. И потом выясняется, что в этом сарае из-за случайно попавшего снаряда столько материально-технических ресурсов, столько вот всего полезного было уничтожено, что просто ай. А уж сколько ГСМ сгорело, мама родная, не передать словами. Как оно все там поместилось, просто неизвестно. Вот представили, да? А теперь представьте себе ситуацию, переложив ее на персонажей, которые рулят подконтрольной Киеву территорией. Вот если до буквально прошедшей недели можно было говорить о том, что мы клевещем на этих чудесных людей, вот мы просто несправедливы к ним, то тут выяснилось неожиданно, что то, о чем мы говорили годами, а именно, что на любой поломке, на которую кто-то выделяет деньги, кто-то, запуская рученьки в эти деньги, потом рученьки вытаскивает, и к этим рученькам прилипает какая-то часть этих денег, что вот оказывается это все было правда, вот представляете, как это удивительно. То есть вот говоришь годами, а потом бац! Уважаемые люди обращают внимание, говорят: ой, вы представляете, а никто же не подозревал, что там такое безобразие творится. Ну да, никто не подозревал. Но учитывая творящееся безобразие, давайте зададимся вопросом. А есть ли у киевских властей вот такие сарайчики бездонные? Разумеется. Есть ли у властей, вот этих вот управляющих подконтрольной Киеву территорией, возможность завышать потери материально-технических ресурсов, инфраструктуры и прочее, прочее, прочее. И прочее горюче-смазочных материалов? Есть. То есть, когда мы видим даже в уважаемых изданиях заявление о том, что Украина потеряла там треть, половину, да практически всю свою добычу, то, может быть, это соответствует действительности. А может быть, на русский язык эти утверждения надо перевести таким образом. Дайте денег не на 10% восстановления, не 10% инфраструктуры, а 50% инфраструктуры, потому что на 50% инфраструктуры вы дадите больше денег. Мы восстановим 10, а оставшиеся, куда-то денутся. А оставшиеся средства, оставшиеся вот 80% выделенных средств куда-то денутся. Да, я все правильно посчитал, если что. Так вот, дорогие друзья, можем ли мы предположить, что все эти люди регулярно завышают и еще раз завышают поломки электроэнергетического оборудования, поломки газопроводов, поломки добычных мощностей? Это не значит, что нету таких поломок. Это не значит, что, удары без результата. Нет. Это означает, что в этой ситуации, чем больше ты заявишь,
Тебе, может, меньше дадут, чем ты попросишь. Но если ты вопиюще завысишь с потери, ну вот потерял 10%, говоришь 50%, тебе дадут на восстановление 40%, 10% ты восстановил, а остальное вот у тебя. А если выделят на все 50% потерь, то значит 50% это вот такая сумма, от нее берем 20%, пускаем на восстановление тех поврежденных 10, остальное забираем. Может так быть. Давайте просто зададимся вопросом. Можно даже в комментариях не писать, как вы по этому поводу думаете. Если хотите, кстати, напишите. Это все одна сторона. Вот. А другая сторона – это реальные показатели, которые мы на данный момент наблюдаем. Реальные показатели нам говорят о том, что скорее всего, объем добычи на территории Украины просел примерно на 75% относительно прошлогодних показателей. Возможно, на 65% с учетом последних новостей. Но восстановить часть инфраструктуры будет возможно, часть невозможно, это да. Но часть можно будет восстановить. Поэтому я бы все-таки исходил из того, что на Украине, что на Украине потеряно 25%, четверть от объемов производства. Если я до этого по-другому сказал, прошу простить. В общем, на Украине обычно добывается где-то 19 миллиардов кубов. Исходя из тех показателей, которые мы сейчас видим, Украине надо будет импортировать где-то 5 миллиардов кубов. Если немножечко округлить, прям самую малость, то мы получим, примерно 3 четверти осталось, четверть куда-то делась. Вот, дорогие друзья. Возможно, Украине придется импортировать 6 миллиардов кубических метров. И это будет означать, то есть, если посмотреть, 19 миллиардов добывало, потребляла около 20, там 19,8 миллиарда кубов. И тут надо импортировать уже не 1 миллиард кубов, не 0,8 миллиарда кубов, давайте округлим до одного, а 4, 5, 6 миллиардов кубов. То значит, у вас 6 миллиардов кубов вам надо импортировать вместо одного, значит, на 5 миллиардов кубов потребности в импорте выросли. А это что же? Спрос вырос? Нет, конечно. Спрос, скорее всего, остался прежним. А значит, у вас проблемы с добычей. А если у вас проблемы с добычей, накладываем эти 5 миллиардов кубов на вашу обычную добычу, получаем такие величины. Так это примерно работает. Из этого стоит исходить. И следующее. По поводу теперь компании ДТЭК. Компания ДТЭК это те еще казаки-разбойники, во всех смыслах этого слова, которые, это прям, знаете, представьте себе, что Украина это такой, набор олигархических княжеств. Притом границы княжеств постоянно изменяются. То тут оттяпали, то там оттяпали, то тут, значит, под руку этого самого князя-олигарха ушел, то этот ушел, то, значит, этого утащили, то с этим что-то нехорошее случилось. Такое, знаете, брожение происходит. И ДТЭК это одно из наиболее таких отвратительных княжеств, которые располагаются на территории Украины, при том, что дело, которым они занимаются, оно нормальное. То есть, например, производство электрической энергии, экспорт электрической энергии, и все такое прочее. Теперь они еще будут импортировать газ. И, кстати, тут про компанию ДТЭК нужно сказать, что если вы хотели посмотреть на экспортеров американского газа, то теперь компания ДТЭК является экспортером американского газа. Поясню эту мысль. Компания ДТЭК подписала с этой Venture, не совсем уверен, как правильно произносить. Я надеюсь, сейчас ловкий монтажер поставит тот кусок текста, где видно, с какого терминала был загружен груз СПГ в этот самый танкер, который до независимости доплывает. А с этой компанией у ДТЭКа контракт. Компания ДТЭК получает газ в порту отправления, и дальше она этот газ везет. Не американская компания везет газ,
Не американская компания с берегов, от берегов Соединенных Штатов увозит американский газ, а украинская компания увозит американский газ. Это яркий пример того, как это все работает. Французские компании, британские компании, китайские, японские, южнокорейские и прочие компании везут американский газ. Ну, примерно так же. У компании ДТЭК довольно странный контракт. Там есть один контракт на 2,5 года с этой вот компанией, с этим производителем СПГ. И есть контракт на 20 лет. Контракт на 2,5 года не указывается, по крайней мере, в той статистике, которую собирают и ежегодно публикуют профильные организации, не указывается объем. Но, видимо, там объем настолько мелкий, что как бы и бессмысленно указывать. Ну, скорее всего, скорее всего, с этим связано. Контракт, который 2,5 года длится, начал действовать в 2024 году. Учитывая, что сейчас вот первый был груз, не совсем понятно, что происходило с этим контрактом. Возможно, они не заказывали эти объемы. Либо заказывали, но везли не на Украину, а куда-то еще. Не готов здесь подписаться под этими утверждениями. Интереснее второй контракт, который охватывает 20-летний период, то есть он заключен на 20 лет по данным, опять же, международных организаций, объединяющих импортеров газа. И касается 2 миллионов тонн в год. 20 лет, 2 миллиона тонн в год. 2 миллиона тонн в год – это примерно 2,8 миллиарда кубических метров. Украине, по утверждению Блумберга, только в этом году надо 4 миллиарда кубических метров импортировать для прохождения отопительного сезона. Не бесспорное утверждение, но оно может быть справедливым по довольно банальной причине. В зимний период объемы потребления газа возрастают, притом возрастают они в 2 раза, как правило, иногда в 3 раза при определенных условиях, превышают объемы потребления в летний период. Если мы берем вот обычное потребление на, скажем, там, в Российской Федерации, на Украине, ну и в ряде других областей. Понятно, это не строгая закономерность, но примерно порядок вот такой. То есть X летом, 2X зимой. Ну и, соответственно, летом можно было минимизировать закупки, хотя там был тревожащий фактор, а именно необходимость заполнения подземных хранилищ газа, который не является напрямую объемом, который можно записать в текущий спрос на газ, но это подушка безопасности для успешного прохождения отопительного сезона. Поэтому, скорее всего, какого-то резкого скачка импорта в зимний период, в отопительный период, не должно произойти. При этом, если мы будем исходить из текущих объемов добычи, из текущих объемов хранения газа на территории Украины, а именно 8,9 миллиарда кубов, то есть не намного больше, чем было накоплено к прошлому отопительному сезону. Если мы будем исходить из среднего недельного показателя импорта газа на территорию Украины, то мы можем сказать, что 4 миллиарда кубов – это, ну, все-таки скорее показатель, к которому надо стремиться, но при благоприятном развитии событий, например, ну вот теплая зима, вот сейчас, знаете, теплый ноябрь, довольно-таки теплый в некоторых регионах, вообще температурные рекорды устанавливаются. Вот. Теплый ноябрь, теплый декабрь, если будет, то такие благоприятные условия, если сложатся, то 4 миллиарда кубов импортировать не потребуется. А сколько в принципе импортируется? Импортируется от 150 где-то до 200 миллионов кубических метров газа в неделю. 100 миллионов везет кораблик. 100 миллионов везет кораблик, который из Литвы газ довезет, ну, каким-то образом газ обеспечит поставки газа на Украину. Ну что ж, этого хватит менее чем на 1 неделю с точки зрения импорта. Александр, большое спасибо за комментарий. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.